Инаугурация Трампа. Когда теперь Украина и Россия заявят о прекращении огня и почему у Зеленского предупредили США об опасности? В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Досрочные мирные переговоры могут стать катастрофой. Западная пресса пишет об обращении Украины к Вашингтону. Каковы просьбы и требования? Четвертый удар за месяц. Сириец атаковал правительственное учреждение в Берлине. Чего требует беженец с Ближнего Востока? Событие, за которым следит весь мир. Инаугурация Трампа. Какие изменения последуют за сменой президента США? Прогнозы аналитиков. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Главком ВСУ Сырский, которого обвиняли в переводе высококвалифицированных специалистов воздушных сил Украины в пехоту, отреагировал на скандал. Говорит, что существует его распоряжение, согласно которому отправлять в окопы специально обученный персонал, который прошел подготовку и занимается обслуживанием самолетов, запрещено. Однозначно, це спеціалісти, які витрачені кошти, які мають досвід і яких фактично нема ким замінити. З одного боку. З іншого боку, ми, в принципі, маємо потребу на фронті. Ми повинні підняти адекватно кількість особового складу в наших механізованих бригадах. І потреби і можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу. Тому ми проводимо заходи щодо зменшення нашої логістичної складової забезпечення, складової, та, яка займається обслуговуванням, знову ж таки, в розумних межах. Напомню, скандал с новой силой разгорелся в начале этой недели. Украинские народные депутаты обвиняли именно Сырского в том, что страна может остаться беззащитной перед российскими обстрелами, если специалистов ПВО переведут в пехоту. Украинские военные массово записывали обращения с целью привлечения внимания к проблеме. Тогда в Генштабе ВСУ заявили, что некоторые категории личного состава действительно переводятся в сухопутные и десантно-штурмовые войска, но уверяли, что остродефицитных специалистов никто не трогает. Наши подписчики из Украины также возмущались и писали в комментариях, что в пехоту надо переводить не специалистов воздушных сил, которые защищают украинское небо, а представителей ТЦК. 20 января, день инаугурации Трампа. Накануне он уже прибыл в Вашингтон со своей женой Меланией Трамп и сыном Бэроном. Летел спецрейсом под названием «Специальная воздушная миссия 47», так как теперь Трамп станет 47-м президентом США. Накануне республиканец провел митинг со своими сторонниками, а со второй половины понедельника будет считаться уже официально президентом США. В национальном гольф-клубе Трампа в Стерлинге, штат Вирджиния, примерно в 30 милях от Вашингтона, где гостями, включая титанов технологической индустрии, стали друзья Трампа из мира бизнеса и звезд СМИ. Накануне республиканец провел митинг со своими сторонниками, а со второй половины понедельника будет считаться уже официально президентом США. Каким станет мир и США при президентстве Трампа – одна из главных тем в мировых СМИ. Аналитики дают свои прогнозы, основываясь на заявлениях Трампа, которые он сделал в период предвыборной гонки. Конечно же, центральная тема – завершение войны, как на Ближнем Востоке, так и в Украине. Associated Press пишет, что сейчас и Украина, и РФ заняли жесткие позиции относительно того, какой должна быть сделка между ними. Путин вряд ли откажется от территорий, которые захватила его армия, а Украине нужны прочные гарантии безопасности. Издание напоминает, что команда Трампа уже дала понять, что не оставит Киев без военной поддержки, а избранный президент США призовет Путина прекратить военные действия, либо же Москве придется приготовиться к ответу со стороны Вашингтона. Многие московские аналитики скептически относятся к перспективам мирного соглашения, отмечая крайне различающиеся позиции обеих сторон. Некоторые утверждают, что провал переговоров может поставить Россию и США на грань прямого конфликта, если Трамп решит увеличить военную поддержку Украины.
Нью-Йорк Таймс также пишет о том, каким будет следующий срок Трампа, и речь не только об отношениях США с Китаем и позиция Штатов относительно Ирана, Израиля, Северной Кореи, но и, конечно же, относительно РФ и Украины. Авторы материала уточняют, что сейчас уже основные пункты возможной сделки при посредничестве Трампа начинают обретать четкие очертания. Режим прекращения огня может быть обеспечен европейскими миротворческими силами, вероятно, под руководством британских, немецких и французских войск. Ключевым моментом, как заявили два высокопоставленных чиновника администрации Байдена, станет то, будет ли Трамп готов сохранить центральную роль США в представлении разведданных, вооружений и разрешений для Украины на нанесение ударов по российской территории недалеко от границы с Украиной. К катастрофе могут привести досрочные мирные переговоры между Москвой и Киевом, и Украина об этом уже предупредила Трампа. Такая информация появилась в The Telegraph незадолго до инаугурации республиканца. Официальные лица Украины уверены, что принуждение Зеленского к переговорам с Путиным до того, как ВСУ восстановят преимущество на поле боя, станет трагической ошибкой. Издание пишет, что Зеленский изо всех сил пытается доказать, что Украине для начала необходимо время и поддержка, которая бы усилила операции ВСУ на территории России. Речь идет об ударах по военным объектам там. По словам помощников Зеленского, если не заставить Владимира Путина почувствовать боль перед началом переговоров, это только укрепит позицию российского президента, ослабит Украину и в конечном итоге нанесет ущерб репутации и интересам Запада. Тем временем в Украине уже отреагировали на информацию в западных медиа, которая касается планов РФ на 2025 год. Глава украинского офиса президента Ермак дал свой прогноз. Он считает, что Путин украл у нескольких поколений россиян шанс на будущее, подарив им деградацию. Также Ермак считает, что детей по всей России будут рожать только ради войны, но такая тенденция не коснется Москвы. Велика вероятность превращения России в сестру КНДР с соответствующим закручиванием гаек для населения. Существует высокая вероятность полного контроля над всем Рунетом, без исключений и трансляций в головы молодых россиян. Безумие нынешних кремлевских старцев через единственную соцсеть, которая останется в РФ под полным контролем спецслужб. А что вы думаете о будущем РФ и сценариях завершения войны? И к чему действительно могут привести досрочные переговоры о мире? Долгим ли он будет, такой мир? Обязательно напишите свое мнение в комментариях. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Лукашенко продолжает помогать Путину воевать против Украины. Белорусские компании занимаются не только производством прицелов для бронетанковой техники, но и помогают РФ в создании снарядов для реактивных систем залпового огня «Град». Об этом говорится в новом расследовании объединения бывших силовиков Беларуси «Белпол», которое занимается документированием преступлений режима Лукашенко. Расследователи озвучили названия компаний, которые принимают участие в производстве смертельного оружия, и, конечно же, информацию о том, как много режим Лукашенко зарабатывает на этом. То есть белорусский ГВПК, коммерческие структуры, а также предприятия, входящие в Министерство промышленности, помогут произвести России 155 тысяч реактивных снарядов к РСЗО «Град». Тем количеством боеприпасов, что будут произведены с помощью белорусских предприятий, можно накрыть площадь в 562 квадратных километра. Площадь районного центра Орша, в котором размещен Лигмаш, согласно данным из открытых источников на 2018 год, составляла чуть менее 43 квадратных километров. А численность населения превышала 100 тысяч человек. Указанным выше количеством снарядов можно накрыть 13 районных центров, как Орша. Жители оккупированного и разрушенного Россией Мариуполя устроили видеореволюцию. Соцсети массово заполонили видеообращения к Путину. Проблема у всех одна. Россияне дома сначала разбомбили, а потом снесли, а нового построили немного, для виду. Сейчас же процесс строительства остановлен. Тысячи людей оказались на улицах. Оккупационные власти при этом предлагают людям заселяться в пустующие квартиры, собственники которых либо погибли, либо уехали из города. Местные жители при этом уверяют, что захватывать чужие квадратные метры, как оккупанты, не хотят и требуют компенсационное жилье. Сегодня 18 января 2025 год. Мы жители города Мариуполь, района Стадион, улица Ламизова. Хотим поздравить с крещением Господним. Уважаемый Владимир Владимирович Путин,
Во время СВО наш район Стадион пострадал. После боевых действий весь район снесли, но большинство домов можно было восстановить. Район планируется под ипотеку, без учета наших интересов. Состоялась встреча с жителями нашего района с главой администрации Моргуном Олегом Валерьевичем, на которой он сказал, что людям будут выдаваться бесхозное жилье. Нам важно получить свое жилье, а не чужое. Поэтому мы просим вас изменить госпрограмму для всех жителей ДНР, чтобы продолжили строительство компенсационного жилья. На сегодня в Мариуполе 22 тысячи человек не имеют собственного жилья из-за боевых действий РФ, а подобные видео снимают контролируемо, под четким руководством тех, кто хочет быть при власти. Об этом в эксклюзивном интервью «Нехта» рассказал бывший советник мэра Мариуполя, а сейчас глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, несколько персон в городе хотят заполучить поддержку среди горожан. Для этого устроили такую видеореволюцию и надеются, что в будущем, если удастся достучаться до Кремля, получить положительные отзывы и баллы в преддверии единого дня голосования в России. Ну, то есть они будут вот теми хорошими вместе с царем, кто решил проблему людей. Сначала ее подняли, а теперь ее добросовестно решили. Вот такой дисклеймер всей этой истории. Поэтому эти видео все снимаются централизованно. Они все снимаются подконтрольными оккупационной власти людьми. Они имеют свой там, собственно, медиаплан, когда и как они появляются. И вот тут, знаете, такое одновременно двоякое отношение к этим видеям. С одной стороны, там настоящие люди с настоящей проблемой, с настоящей болью. С другой стороны, этими людьми абсолютно цинично манипулируют там, и в интересах Российской Федерации, с одной стороны, с другой стороны, в интересах своих мелких локальных. Единственное, чего там точно нет, это интересов самих людей. Вот. И есть третья составляющая в этой истории. Вот эти вот беженцы из Курска, из Белгорода, те, которые до сих пор на территории России ничего не получили. Их собираются, и как уже и собирались размещать, в том числе в жилье, которое есть в Мариуполе, так называемое национализированное, да, которое у нас забрали. Его отпустили, а он за старое. Сириец, который на этой неделе кинул камень с фекалиями в канцелярию Шольца, вновь атаковал правительственное учреждение в Берлине и заявил, что Германия должна выплатить более 20 миллиардов евро палестинцам. Гранитный камень полетел в фасад здания, где проходят заседания комитетов немецкого парламента. 48-летнего сирийца задержали. Пресса Германии пишет, что правоохранители получили ордер на его арест, так как сириец уже имел запрет на нахождение в правительственном квартале. До этого он швырял камни в здание Конституционного суда, Министерства внутренних дел и, как я уже упоминал, в канцелярию Шольца. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.